Привет! В этот раз я решил сделать панно на тему фильма «Охотники за привидениями». Это небольших размеров объемная картина. В данном случае в качестве основного элемента я выбрал фасад пожарной станции, где по фильму размещались охотники. Снизу рамку украшает ловушка для привидений с лизуном. В этом видео я расскажу, как сделать облупившуюся краску, подтеки от дождя, а также создать реалистичный металл. А еще покажу, как сделать слюни у привидения. Первым этапом я моделю фасад здания в Cinema 4D. По завершению моделинга я делю строение на три большие части и несколько поменьше, для удобства печати и дальнейшей покраски. 3D-печать делаю на двух принтерах Anycubic Photon и Wanhao D8. Принтеры от Anycubic и Wanhao, печатающие на жидком полимере, очень качественные и самые доступные на рынке. В России эти компании официально представлены интернет-магазинами anycubic3d.ru и wanhaorus.ru. Если у вас есть вопросы по 3D-печати, то пишите в комменты, буду рад ответить. Процесс покраски здания несложный. Тут главное, чтобы перед глазами было много фото реального здания, чтобы повторить влияние погодных явлений. Для имитации подтеков на стенах я решил попробовать новый материал от компании Amamic Striking Brush. Это уже готовая разведенная краска со специальной тонкой кисточкой внутри. Сначала наношу краску кистью, делаю желаемую форму подтека, затем салфеткой или можно пальцем растираю немного края движением сверху вниз. Салфетку предварительно можно смачивать разбавителем для аэрографа, чтобы управлять насыщенностью подтека.
Для создания сколотой краски я использую специальный материал от Amamic Heavy Chipping Effects. Работать с ним легко. Сначала я наношу цвет, который будет виден в местах сколов. У меня это черный. Жду, когда краска подсохнет, и наношу слой Heavy Chipping. После того, как он высохнет, я наношу желтый цвет. После полного высыхания я беру жесткую кисть и смачиваю ее в воде. Небольшими круговыми движениями я как бы соскабливаю краску, таким образом снимаются небольшие куски краски. В итоге получается объект со сколотой краской. Чтобы металл смотрелся натурально, я на грани алюминиевой краской наношу тонкие полоски. Они будут напоминать стертую или отколовшуюся краску. Как видите, эффект потрясающе реалистичный.
Приведение получилось матовым, и это не дает полного эффекта. Чтобы это исправить, я наношу толстый слой супер глянцевого лака. Рот должен быть набит слюнями или слизью. Точно не знаю, что у привидений во рту. Для этого использую материал от Woodland Cynics для создания всяких водных эффектов, Water Effects. По консистенции и цвету он похож на крем, а после высыхания станет прозрачным. А вот для создания слюней между челюстями лучше использовать что-то тянучее и быстро сохнущее, например, термоклей. Собираю все объекты вместе на рамке для фотографий. Получился тематический приятный объект для интерьера. Если у вас остались вопросы, то напишите их в комментах, и я обязательно отвечу. Спасибо за просмотр, дальше будет видео по созданию льда и снега.